Я особенный. Я умнее и лучше других. Я заслуживаю, чтобы меня любили. Но девушки не замечают меня. Они выбирают плохих парней. Я страдал и терпел, но теперь хватит. Я покажу всем, что они ошибались. Мир должен понять, какой я великий. И как жестоко он меня обманул. 23 мая 2014 года. США. Санта-Барбара. На часах 12:18. На улице теплый вечер, 24 градуса по Цельсию. Парень по имени Эллиот Роджер рассылает своим друзьям и семье 141-страничный манифест. Он написал текст, сопоставимый с романом Тургенева «Отцы и дети», где описал свою ненависть к окружающим. Затем он берет в руки оружие, выходит на улицу Сивиль-Роуд и начинает стрелять. По итогу 6 убитых и 14 раненых. Привет. Эта история не про сумасшедшего инцела. Это история про то, что происходит, когда любовь исчезает. В этом ролике вы узнаете не только, почему любовь умерла, но и то, кто же ее убил. Вы на канале Сергей Пощанин. Здесь мы раздвигаем рамки привычного. Подписывайтесь. Правда, подпишитесь, что вам, жалко, что ли? Большинство смотрят без подписки, а алгоритмы этого не любят. И обязательно заходите в Телеграм, там можем пообщаться напрямую. Я сразу вам скажу, это не true crime. Мы не будем разбирать маньяков и их жертв. Меня волнует другое. Почему исчезновение любви все чаще приводит к таким вот крайностям? И Роджер – это не уникальный случай. По данным Службы безопасности США, половина массовых нападений в стране за 2016 и 2020 годы были вызваны личными конфликтами. Подавляющее большинство нападавших были мужчинами, и у многих из них находили либо психические проблемы, либо финансовые трудности, либо какой-то бэкграунд, связанный с домашним насилием. Иными словами, проблемы в близких отношениях вовсе не мелочи, которые стоит оставлять дома. Это бомба замедленного действия, которая рано или поздно вырывается наружу и бьет по окружающим. Разумеется, никакая обида не может быть оправдана для такого чудовищного преступления. Здесь не будет оправдания насилию или поступку Эллиота Роджера и ему подобных. Но факт остается фактом. Там, где у людей не сложилось с любовью, часто рождается ненависть. И дело здесь не только в насилии. Одиночество само по себе превратилось в угрозу. Самое страшное наказание для человека – это не сколько голод даже, а сколько вот это одиночество. Почему, например, в тюрьмах делают одиночки, да? Что гораздо хуже это даже, чем петушатник. Всемирная организация здравоохранения осенью 2023 года официально объявила одиночество глобальной проблемой для здоровья. Генеральный директор ВОЗ сравнил влияние хронической социальной изоляции на организм с выкуриванием 15 сигарет в день. Одинокие люди реально умирают раньше и болеют чаще. Например, риск сердечно-сосудистых болезней и инсульта у хронически одиноких людей повышается примерно на 30%. По оценкам, у пожилых, живущих в изоляции, вероятность деменции возрастает аж на 50%. Да-да, отсутствие близких может подкосить здоровье сильнее, чем ожирение или отсутствие физической активности. ВОЗ даже создала международную комиссию по проблеме одиночества, и не случайно. По всему миру четверть пожилых и до 15% подростков чувствуют себя одинокими. Одиночество – это не пустяк, а тихая эпидемия. Но есть еще один важный нюанс. Крайности бывают и внутри отношений. Мы привыкли слушать о токсичной стороне любви. Там ссоры, ревность, контроль, эмоциональные качели. Аня психанула, взяла гантелю, ударила мне по лицу, выбила 9 зубов, сломала челюсть. Однако есть другая крайность. Когда люди кажутся слишком близкими. Вы же наверняка встречали такие парочки, которые всюду появляются в одинаковых каких-то худи. Он мой, она моя. Видели наверняка, правда? Они обычно ходят всегда за ручку, не расцепляя руки ни на секунду, и ведут совместные аккаунты в соцсетях вместо личных. Я помню, у меня даже такая пара знакомая была, у них аж одна страница в ВК была на двоих. Оля, Костя, Петровы. Не знаю, что они там с ней делали. Со стороны же кажется, что это прям идиллия. Они такие неразлучные, такие милые. А психологи говорят, что неразлучные не значит счастливые. Исследование показывает, что слияние с партнером – это потеря собственной личности и в отношениях приводит к снижению удовлетворенности и росту тревожности. Проще говоря, полное растворение друг в друге идет во вред обоим. Люди, которые не сохраняют в паре своего «я», в среднем где-то в 1,5 раза чаще бывают недовольны отношениями. И примерно на четверть чаще страдают от повышенного стресса и тревожности. Получается внешнее благополучие, а внутри мрак и тревога.
Вроде бы любовь есть, а радости почему-то она не вызывает. Так что же мы делаем не так? Как же правильно любить? Как думаете? Чтобы это понять, придется рассмотреть тему со всех сторон. Давайте копнем глубже и рассмотрим биологию любви, социальные причины, культурные нормы и психологические аспекты. Для начала развеем романтический миф о прошлом. Что, если я расскажу вам, почему любовь никогда не существовала? Думаете, раньше люди любили крепче и жить не могли без своих половинок? Увы, ничего подобного. Большая любовь, как в фильмах, большую часть истории вообще не была основой отношений. Взглянем в прошлое. Еще в древней Месопотамии, а это, между прочим, 18 век до нашей эры, браки заключались как сделки. Там, приданый, выкуп, слияние семей и имущества. Там не было никакой романтики. В законах Хаммурапи все это еще было клинописью выбито на камне. В древности и в средние века никто не ждал единственную настоящую любовь. Женились, потому что просто было так надо. Прадед с бабкой могли прожить полвека вместе вовсе не потому, что он каждый день приносил ей кофе в постель. Скажите, пожалуйста, в чем секрет ваших долгих отношений? Когда мы ссорились, и я был неправ, она меня пиздила. А потому что просто деваться было некуда. Развод – это просто позор, и альтернативы нет. Живи, терпи, рожай детей. Так и жили, совершенно не спрашивая про счастье. А потом бац, 20 век, сексуальная революция, контрацепция, женщины получают права, культура меняется. Хочешь, я тебя Романтическая любовь провозглашена основой брака. Впервые в истории люди массово стали жениться по взаимной симпатии. Казалось бы, вот оно счастье. Люби и делай, что хочешь. Живи долго и счастливо. Но не тут-то было. Вместе с этой свободой пришла свобода разбегаться при любом удобном случае. Культура потребления тоже сказала свое слово. Любовь ушла на рынок. Социолог Ева Илос отмечает, что еще в XIX веке, когда только зародилась культура свидания, реклама моментально ухватилась за тему романтики. Маркетологи начали продавать даже мыло и садовую утварь под соусом романтических атрибутов. Буквально каждое клише романтики, от ресторанного ужина при свечах до десятка красных роз, было навязано рекламой и медиа. Прошу прощения, у меня вопрос. Куда делась наша курица? Романтическое чувство плотно переплелось с потреблением. А в 21 веке мы пошли еще дальше и рационализовали романтику до предела. Любовь превратилась в рынок, где партнеры ищут чуть ли не по бизнес-плану, там, по анкетам, каким-то чек-листам и критериям совместимости. Сегодня во многих странах браки уже не являются чем-то само собой разумеющимся. В России, например, количество браков сильно поубавилось. В 2020 году коэффициент брачности, то есть число браков на 1000 человек, упал до рекордно низкого уровня 5,3. Для сравнения, в 1980-е этот коэффициент составлял 10-12. Зато страна вышла в мировые лидеры по разводам. По данным ВЦИОМ, в 2024 году распались 8 из 10 заключенных брачных союзов. Это одно из самых высоких соотношений разводов в мире. Ну, конечно, статистика тут сложная, там какие-нибудь повторные браки, сожительства, сложно подсчитать. Но тренд очевиден, стабильных долговечных союзов становится меньше. Конечно же, чувств у людей не стало меньше, но сами отношения стали хрупкими и заменяемыми. Если что-то не так, многие предпочитают не чинить, а найти нового партнера. Когда вокруг столько вариантов и соблазнов, любовь становится, увы, легко заменяемой. А как вы думаете, что является самым удобным инструментом этого рынка? Наверняка кто-то из вас уже назвал дейтинг-приложение. Приложение для знакомств по типу Тиндера. И вы будете правы. В следующей части я расскажу вам о нашумевшем разоблачении этой компании. Так, ребята, для следующей части мне реквизит понадобится. Подождите, пожалуйста, чуть-чуть, а то, мало ли вы подумаете, что я ебутый наглухо, а так хоть я буду соответствовать. Сейчас, секунду, у меня тут специальный аппарат есть для разоблачений. Нормально? В 2017 году журналистка Жюдит Депорталь запросила у Тиндера все данные о своем профиле и получила досье на 800 страниц. Там была вся ее личная переписка, все лайки и каждый свайп. И даже подробные данные всей ее геолокации.
То есть, грубо говоря, весь цифровой след. И это еще полбеды. Самое неприятное обнаружилось, когда узнали, как работает основной алгоритм Тиндера. Оказывается, приложение, которое рекламировалось как помощник для поиска идеальной пары, занималось совсем не тем. Вместо тонкого подбора совместимых личностей алгоритм присваивал пользователям скрытые рейтинги. Система схожая с алгоритмом Элла, который анализирует, насколько силен шахматист и выстраивает всех шахматистов, которые там у нее есть в базе, в рейтинг. Проще говоря, Тиндер сортирует людей по рангу. Кто покрасивее, кто попопулярнее, а кто нет. Чтобы показывать вас другим не исходя из глубины вашей души, а из вашего места в общей пищевой цепочке. Лайкаешь часто, значит, ты слишком доступен. Понижаем в рейтинге. Тебя часто свайпают влево, то есть отказывают, тоже вниз. Пишешь слишком примитивные сообщения, опять штраф. И вот ты уже на дне болота, где тебя почти никому не показывают. Недаром Тиндер обрабатывает чуть больше 1,5 миллиарда свайпов в день, а мэчится, то есть совпадает, чуть больше 1,5% из них. Женщины, кстати, получают мэтчи примерно в одном из 10 свайпов, а мужчины лишь в 6 случаях из 1000. Иначе говоря, 90% времени женщины просто листают анкеты в пустоту, а мужчины 99% времени в холостую пытаются с кем-то совпасть. Огромная цифровая толпа одиноких людей, которые бесконечно листают каталог друг друга и почти никому не нравится. И если вдруг ты подозреваешь, что застрял в этом болоте, у приложения есть решение. Ты же хочешь выбраться наверх и посмотреть более удачные профили, правда же? Так плати! В Тиндере пару лет назад продавался VIP-сервис за $500 в месяц. По слухам, за такие деньги тебя покажут самым желанным пользователем. Вот тебе и служба знакомств. То, что вместо общего детального подбора и анализа тебе подсовывают просто очередное казино со слотами, где просто невозможно выиграть, это еще не самое ужасное. Подобное вранье порой стоит очень дорого. Был случай в Новой Зеландии. 1 декабря 2018 года 22-летняя британская туристка Грейс Миллейн познакомилась с Джесси Кэмпсоном в Тиндере в Окленде и отправилась с ним на свидание. Ночью он задушил ее, спрятал тело в чемодан и вывез в лесной массив в Уайтакере. В 2019 году суд присяжных признал его виновным в убийстве. Приговор пожизненный с минимальным сроком без УДО. По тем законам это значит 17 лет. В 2020-м он безуспешно попытался обжаловать приговор. Но тогда стало известно о других его насильственных преступлениях против женщин. Тиндер в этом случае выступил площадкой по поиску жертв для маньяка. Ну, я себе, а? Так, сейчас пора снимать шапочку. Как, нормально, как вы думаете? Справедливости ради, Тиндер потом объявил, что радикально переработал свой алгоритм для большей честности. Но эти детали засекречены, так что кто их разберет? Может, убрали какой-нибудь фильтр и нормально, а суть-то осталась той же. Да и дело не только в Тиндере. Весь глобальный рынок рад стараться, лишь бы вы были одиноки. Убедительно? Одинокого потребителя легче зацепить покупками. Ему можно продать хоть иллюзию любви, хоть утешение от ее отсутствия. Ведь если у человека дыра в душе, ее же так удобно затыкать какими-то новыми товарами. Материализм и одиночество подпитывают друг друга. Эту двустороннюю связь показал, например, профессор Рик Питерс. Он доказал, что чем сильнее человек чувствует пустоту, тем чаще он пытается заполнить ее шопингом. А индустрия тут как тут, лишь бы успевать рекламировать. Получается, нас с вами, то есть нас с вами как общество, целенаправленно загоняют в ловушку. Продают нам тревожность и неуверенность под видом комфорта и развлечения. Вы, кстати, часто пользуетесь приложениями для знакомств? Как вы познакомились-то, Лесь? Ну, получилось так, что я, в общем-то, после поминок был. Пошел до магазина. Стоит девушка. Спрашивает у меня огоньку. Я оригинальное предложение. Говорит, давай нажремся. Я говорю, я не в состоянии сейчас просто куда-либо. До свидания, но глаза, просто я не знаю, я утром встал, я эти глаза запомнил вообще, по-моему, на всю жизнь. А теперь, пожалуй, самая болезненная тема – психология.
Мы живем в эпоху тотальной психотерапии. Кажется, каждый второй либо ходит к психологу, либо, по крайней мере, интересуется ментальным здоровьем и прокачивает осознанность. В России, вот, например, услуги психологов уже совсем не экзотика. По данным исследовательского центра НАФИ, порядка 47 миллионов россиян хотя бы раз в жизни получали психологическую помощь. Почти треть населения страны. Казалось бы, прекрасная тенденция. Люди стали более осмысленными, они разбираются в своих травмах, учатся выстраивать личные границы. Но и тут вышла крайность. Поп-психология превратилась в моду. Причем местами весьма токсичную. Термины вроде абьюзер, токсичность, нарцисс, личные границы превратились в ярлыки. Ага, вижу зависимые отношения. Ты боишься его потерять, а он на этом играет. Созависимость убьет тебя. Вместо того, чтобы решить проблемы, их чаще используют, чтобы красиво оправдать свое нежелание идти на компромисс. Сталкивались с таким? Я вот сплошь и рядом. Мне порой встречаются люди, которые очень гордятся своей осознанностью. Я королева, мне можно. На основании официальных документов, стенограммы Государственной Думы. Хуй у меня больше всех. И при этом они просто невыносимые. Там высокомерие хочет просто гейзером. Вонючий фонтан из фекалий забил из-под земли на юго-востоке Москвы в Марьине. 7 лет терапии за плечами, а ведут себя хуже подростка. Любую критику они объявляют токсичным поведением окружающих. А если скажешь слово поперек, тут же услышишь: «Ты нарушаешь мои личные границы, ты абьюзер». И там совершенно невозможно спорить. Ведь он же осознанный. Ведь он же 7 лет в терапии. А раз в терапии, значит, он безгрешен. Помните, я рассказывал вам про сестру моей жены, вот в ролике про капусту? Ну, вот ту, которая отказалась у нас дома есть, потому что так делают только бомжи, только бедные всякие бичи. Так вот, недавно, оказывается, я узнал, что я на самом деле абьюзер. Потому что, когда она пришла к нам домой, моя жена была грустная. На секундочку, если что, моя жена на тот момент диплом доделывала и просто охуала от бессонных ночей. Вот она тоже охуала, когда услышала от сестры такое. Ну что, типикал осознанный человек. 9 лет в терапии, на минуточку. Получается забавно. Люди, которые громче всех кричат про свои границы, зачастую сами беспардонно нарушают чужие. И хрен ты им что-то докажешь. Более того, постоянное самокопание породило у многих банальную зацикленность на себе. Мы живем в эпоху, когда любоваться самим собой стало нормой. Тебе не все равно, что думает тупое стадо? Сами психологи, это не поп-психологи из ТикТока, а те, кто по-настоящему работают, давно уже бьют тревогу. Они заметили, что модная поп-психология может подпитывать нездоровый эгоцентризм. Ну правда же, человек так много внимания уделяет своему внутреннему ребенку и там, своим чувствам и триггерам, что постепенно весь мир начинает вращаться вокруг него одного. Нас прям-таки воспитывают с лозунгами «полюби себя», «ты особенный», «ты никому ничего не должен». С одной стороны, здорово, что люди уходят от самоуничижения. Но с другой, это полная хуета. Возникает такое чувство, что некоторые перестарались с любовью к себе. Они превратились в бесконечно саморефлексирующее общество, где каждую мелочь нужно обязательно обсудить через призму психотравм. И вот результат. Постоянный анализ чувств мешает их переживать. Стоит зародиться любви, тут же включается мозг. А вдруг это созависимость? А вдруг партнер ведет себя токсично? Ну и, конечно же, не забывайте проверить, подходит ли он под 100 пунктов твоего чек-листа из популярной книжки по психологии. Не дай бог, ред флаг. Конечно же, хочется безопасности. Но любовь – это иррациональная штука. В ней есть риск, боль и неопределенность. А современный, психологически подкованный человек зачастую хочет от отношений 100% гарантию комфорта. Но так не бывает. И поэтому многие даже не пытаются. Не влюбляйся, и целее будешь. Вот и сидим по домам такие все психически здоровые, зато одинокие. Плакать, не надо страдать, не надо переживать. Все наладится. Ну что ж, поговорили про общество, про голову. Ну, пора перейти к биологии. Ну, наконец-то о чем-то хорошем поговорим. Напишите, кто-то из вас считает, что любовь – это просто химия и набор гормонов. Отчасти вы правы, но только отчасти. Это волшебная химия.
Куда серьезнее, чем вы можете подумать. Начнем с честного признания. Химия любви – это вовсе не метафора. В состоянии влюбленности мозг светится, как новогодняя елка. Только не хаотично, а в определенных центрах. Еще в 2005 году антрополог Хелен Фишер и ее коллеги сделали МРТ-сканирование людей без памяти влюбленных в своих партнеров. Выяснилось, что при взгляде на лицо любимого у человека активизируются области мозга, богатые дофамином. В частности, эти области мозга называются покрышка среднего мозга и хвостатое ядро. Оба центра входят в так называемую систему вознаграждения, эволюционно древнюю, вот ту самую, которая отвечает за чувство кайфа от еды, секса или просто, о господи, от наркотиков. То есть романтическая любовь – это не просто эмоция, это целый мотивационный двигатель, который фокусирует нас на одном особенном человеке, как на какой-то супернаграде. И пока мы находимся на этой эмоциональной турбоскорости, организм, конечно, платит за эйфорию небольшим дискомфортом. То есть романтическая любовь – это не просто эмоция, это целый мотивационный двигатель, который фокусирует нас на одном особенном человеке. Исследования показывают, что в начале отношений у человека падает уровень серотонина, нейромедиатора настроения. Падение сравнимо с состоянием при импульсивно-компульсивном расстройстве. Отсюда и навязчивые мысли о любимом. Одновременно растет уровень кортизола, то есть гормона стресса. Недаром влюбленные порой выглядят нервными и взвинченными. Ну и, как выясняется, это не просто эмоции. Половые гормоны тоже чудят. Исследователи заметили, что у мужчин в фазе влюбленности тестостерон немного снижается, а у женщин, наоборот, повышается. Примерно через 12-24 месяца эта буря гормонов утихает. Организм как бы возвращается в норму. Проще говоря, химия чувств подталкивает нас сблизиться и зачать ребенка. Но бесконечно на таком форсаже тело жить просто не собирается. И что же дальше? А дальше совершенно не конец любви, а переход к привязанности. То есть скрепление пары. Нет, Озгуд, давай на чистоту. Я вообще не могу стать твоей женой. Почему? Я ведь мужчина. Ну, у каждого свои недостатки. На смену гормонам страсти приходят другие – окситоцин и вазопрессин, молекулы доверия и единения. Они выделяются при телесной близости, каких-то прикосновениях или там совместном времяпрепровождении. Это тот самый окситоцин, который помогает материнской привязанности. Тут начинается привязанность нас к партнеру. Именно эти гормоны превращают влюбленность в долгую привычку быть вместе. Она не войдет в список лучших ночей в моей жизни. А какие вошли? Все я провел с тобой. Они снижают тревожность и формируют комфорт. Биологи любят приводить пример с полевками. Ну, вот есть такие маленькие полевые мышки. Они прям обыкновенные на вид, но ведут себя очень прям по-человечески. Очень похожи на наш социум. Полевки моногамные, они создают пару на всю жизнь и вместе растят детей. А их ближайшие родственники – луговые полевки. Напротив, они ведут разгульный холостяцкий образ жизни. Так вот, выяснилось, что у моногамных полевок в мозге гораздо больше рецепторов окситоцина и вазопрессина в центрах удовольствия. Их мозг как бы связывает кайф от секса с присутствием конкретного партнера. Поэтому они образуют устойчивые связи. У людей все, конечно же, посложнее, но принцип же похожий. Совместный быт, забота друг о друге, какие-то телесные контакты – все это прошивает в мозгу ассоциацию. Быть вместе равно хорошо и безопасно. И это прям невысокая поэзия. Такие эффекты реально видны на приборах. В классическом эксперименте женщину в томографе предупреждали. Сейчас ее чуть-чуть ударит током. Так вот, если она держала за руку мужа, ее мозг гораздо слабее реагировал на угрозу. Причем, чем лучше был брак, тем заметнее эффект. Или другой эксперимент. Людям показывали фотографию любимого человека, пока не испытывали боль. И это тоже помогало. Боль переносилась легче, потому что включалась все та же система вознаграждения в мозгу. Любовь обезболивает. И это не фигура речи, а научный факт, подтвержденный, кстати, на МРТ. Однако есть и темная сторона у всей этой нейрохимии.
Разрыв отношений – это почти то же самое, что и ломка. Мозг человека, переживающего свежий разрыв, показывает активность в тех же зонах, которые связаны с зависимостью, то есть с тягой и болезненным отвыканием. Поэтому-то совершенно бесполезно говорить страдальцу: да забудь ты ее или его и успокойся. У брошенного реально в голове нейрохимическая буря, схожая с синдромом отмены, и волевым усилием ее не погасишь. Да брось, вывести дрянь. Что это значит? Вообще ни хрена. Проблема вовсе не в организме, а в твоей дурацкой башке. Ты же торчок. Я уже эти слова в 100 миллионов раз слышу, Марк. Еще чем поможешь, дружище? Торчина здоровья. Только от чего-нибудь другого. Типа от бега до блевоты? Да. А вы, кстати, знаете, как влюбить в себя другого человека? Если смотреть с позиции нейронов, конечно. Тут прям по классике. Нас сильнее тянет к людям немножко прям вот недоступным. Звучит парадоксально, но нейрофизиология это частично подтверждает. Небольшая неопределенность подпитывает интерес. В эксперименте люди были больше очарованы теми потенциальными партнерами, кто держал интригу и не сразу проявлял взаимный интерес. Система вознаграждения нашего мозга любит схемы с сюрпризом. Непредсказуемая награда сильнее затягивает. Ну и плюс древний биологический механизм обожает новизну. У многих млекопитающих новый партнер буквально перезапускает выброс дофамина и там всех сопутствующих нейромедиаторов. Известный же эффект, что самец мыши сразу теряет интерес к старой партнерше после спаривания, но сразу взбадривается, если подсунуть ему новую партнершу. У людей прямые аналогии, конечно, спорные, но тяга к новому и поиску дополнительной стимуляции у нас тоже есть. Отсюда, кстати, и склонность к изменам, и желание бесконечно свайпать все новые и новые лица в дейтинг-приложениях. Это не про испорченность. Это все про гормоны. К счастью, наш мозг способен генерировать гормоны радости и с одним партнером долгие годы. Если правильно обращаться с химией мозга. Телесный контакт – вещь простая, а творит чудеса. А обычные объятия или поцелуи – это не мелочь, а физиологический способ синхронизироваться и успокоиться. Даже один поцелуй или объятие перед стрессовым событием заметно снижает уровень кортизола у женщин. Краткие регулярные ритуалы какой-то близости, там, например, крепко обниматься каждый день после работы, по сути, подкапливают окситоцин и снижают реактивность стресса. И пара ощущает себя так более надежнее. Телесный контакт действительно оказывает влияние на тревогу и тонус симпатической нервной системы. Однако этот эффект непродолжителен. Обнимайтесь чаще. Вот вам и бытовая магия, которая незаметно чинит отношения. И главное, химия любви не ограничена первыми месяцами. Да, спустя пару лет совместной жизни у большинства нет уже той сумасшедшей страсти. Вот помните о кризисе 3 лет отношений. Но долговременная любовь тоже подпитывает нашу систему вознаграждения, просто с другим рисунком. Там меньше какой-то лихорадки и больше устойчивого удовольствия и привязанности. За 20 лет совместной жизни супружеский мозг может научиться выдавать маленький салют радости при виде любимого, без ущерба для собственной стабильности. Не будет он скакать, как козел от счастья, от настроения, но будет хорошо. Есть исследования, которые находили у пар после 20-летнего брака практически такую же активность в соответствующих центрах мозга, что и у молодоженов. Проще говоря, романтический двигатель может работать в эконом-режиме сколько угодно долго, если, конечно, его подогревать новыми впечатлениями и близостью. Вывод отсюда такой. Любовь – это и тело, и мозг, которым нужен правильный режим работы. Новизна – это хорошо, но без гонки и новых партнеров каждую неделю. Лучше честные и искренние отношения, а не на показ для Инстаграма. Лучше общие усилия и проекты, чем требования и ультиматумы. Понимая физиологию, мы перестаем ждать чудес и начинаем творить их сами. Ну, а теперь давайте на секундочку представим, что все, что я говорил раньше, полная хуета. Ну, или не хуета, а так, дерьмецо. Но, ребята, а вы знаете, что мой звездный час пришел после говна, между прочим? Есть мнение, что история развивается по спирали, и все нынешние проблемы с любовью – это старое как мир явление, просто в новой обертке. Сейчас снова маятник качнулся в сторону холодности, отчуждения, но потом вернется в сторону любви. В самом деле, если оглянуться, в древности люди не стеснялись плотских утех. Вспомним тех же древних греков с их вакханалиями, оргиями. И вот даже в некоторых языческих культах секс вообще имел священный статус. Потом пришло христианское средневековье.
Оно привило людям стыд и сдержанность, тело стало под надзором церкви. Историк Питер Браун писал, как ранние христиане возводили воздержание в абсолютную добродетель. И позже философ Мишель Фуко разобрал по полочкам, как разные эпохи реагировали на секс и чувства. От античной свободы до викторианской строгости. Маятник нравов реально ходит туда-сюда веками. И каждый раз люди думают, будто «Ой, вот сейчас все пропало, и мы разучились любить». А потом бах, и новая романтическая эра. Причем совсем недавняя история будто подтверждает эту вот спираль. После сексуальной революции 60-х довольно быстро, уже к концу 80-х и в 90-е, накатила обратная волна пуританства. В США это называется пуританской культурой, то есть проповеди о целомудрии, кольца невинности, массовые движения за отказ от секса до свадьбы. У нас страна не столь религиозная, но и на нас это тоже распространяется. Вот скажите, насколько вы уверенно, непринужденно и без стыда разговариваете с родителями о сексе? Уверен, у большинства непроизвольно покраснели щеки. С 90-х прошло меньше 30 лет, и мы снова обсуждаем последствия этой волны, как воспитание в тотальной стыдливости, как оно ломает интимность у подрастающих поколений, которые уже стали взрослыми. Получается, мы видим очередной виток спирали истории. Там сначала общество расковано, потом зажато, потом снова расковано, и так по кругу. Может быть, и сейчас просто очередной виток? Может быть, мы сейчас просто на пике стандартного исторического процесса, где стыд отношений, любви и тела достиг своего экстремума. А дальше все выдохнут и пойдут во все тяжкие. Аргумент, конечно, любопытный, но лично меня не убеждает. Сегодня мы живем все-таки не так, как 100 и даже 30 лет назад. Наш мир несется с бешеной скоростью, и это меняет правила игры. Во-первых, рушится элементарное доверие между людьми. Возьмем статистику по США. У нас похожие тенденции, но похожей статистики нет. В 1972 году почти 50% американцев считали, что людям можно доверять. А к 2018 году согласных с этим осталось лишь около 30%. Мы разучиваемся доверять друг другу. А доверие, извините, это фундамент любых близких отношений. А если фундамент треснул, то стены дома долго не простоят. Во-вторых, происходит сексуальная рецессия. Молодое поколение реже вступает в отношения и меньше занимается сексом. И это не преувеличение. В тех же США, согласно данным общенационального опроса, доля американцев от 18 до 29 лет, которые в течение года ни разу не занимались сексом, выросла с 2008 года по 2018 год более чем в 2 раза. С 10 до 23%. Среди мужчин моложе 30 без секса целый год оставались почти 28%. Втрое больше, чем 10 годами раньше. Похожие тренды и в других развитых странах. И как вы думаете, почему так вышло? Эксперты указывают на массу причин. Например, люди позже сходятся и начинают жить вместе. Потому что больше молодых живут с родителями. Да и просто многие перегружены учебой, работой и не находят времени на отношения. Экономическая неуверенность тоже вносит свою лепту. Когда нет стабильной работы и будущее туманно, совсем не до шекспировских страстей. Я об этом говорил в ролике про выгорание. Посмотрите, пожалуйста, там прям очень хорошо все разобрано. Получается, многие молодые сознательно откладывают близость, предпочитая одиночество как более безопасный вариант. Без секса, без обязательств, зато без риска эмоциональных травм. В-третьих, наложилась на все это культура жизни соло. В обществе транслируется мысль: будь независимым, тебе никто не нужен. Отношения – это лишний геморрой. Вот гляньте, сколько сейчас в интернете какого-нибудь цинизма. Женщины публично называют мужчин пополамщиками. Это вот те, кто счет напополам в кафе делят. Мужчины поливают женщин за меркантильность, обзывают их тарелочницами, типа они на свидание с ними ходят только для того, чтобы поесть. Мерзкие тарелочницы. Мужчины, которые требуют от отношений концепцию 50 на 50, это дети-инфантилы, которые ищут себе в отношениях мамочку. Взаимное озлобление полов местами просто адское. Повторюсь, осознанное одиночество – это нормальный выбор. Никто не обязан заводить семью. Но массовое избегание отношений – это уже не выбор, а защитный рефлекс общества. Желание минимизировать неопределенность, чтобы не обжечься. Итог простой. Чтобы не потерять себя в любви, мы вообще предпочитаем не начинать любовь. Выходит, эта теория истории идет по кругу, красивая, но не полная.
Да, маятник сексуальной морали гулял туда-сюда столетиями, но прежде его толкали религии и традиции. Сегодня этот маятник разгоняют алгоритмы, бешеный ритм жизни и страх быть обманутыми. Мы не просто стесняемся наготы, как в викторианскую эпоху. Мы не верим в чужую порядочность и в свое будущее. У многих даже вырабатывается рефлекс. Стоит почувствовать счастье, и они сразу начинают ждать подвоха. А еще, как я говорил, у нас есть бесконечная лента с сотнями новых людей, где любой как товар на полочке в каталоге «Сиди, листай, выбирай». Это и есть новая среда питания и любви. Я могу ошибаться насчет деталей, но одно видно и даже без МРТ. Любовь не умерла. Мы разучились ее выдерживать. Нас усиленно убеждают, что любить не нужно, невыгодно и просто хлопотно. И чем быстрее вертится мир, тем меньше у нас терпения к неопределенности, риску и чужим недостаткам. Любовь требует выдержки, а с ней все сложнее и сложнее. Так что ж, давайте подытожим. Как я говорил, настоящая близость держится на 3 столпах. На теле, на психике и на окружении, на социуме. Уберите один, и все начнет шататься. Очень удобно свалить проблемы любви на что-то одно. Ну, вот типа это все вот гормоны, или это все из-за детской травмы, или вот вообще в обществе виноваты вот все. Но настоящая любовь – это всегда работа двоих, совокупность внутреннего и внешнего миров. А любой кризис в отношениях имеет всегда комплекс причин. Исследования, кстати, подтверждают, ничего важнее близких отношений для нашего счастья нет. В Гарварде сейчас идет одно из самых длинных исследований за всю историю человечества. С 1938 года ученые наблюдали за 286 студентами и их семьями. И уже 87 лет ученые изучают жизни сотен людей, пытаясь понять, что делает их счастливыми. И главный вывод – самый надежный фактор счастья – это здоровые долгосрочные отношения. Ни деньги, ни слава, ни карьера не дают того, что дает осознание того, что у меня есть близкие отношения. Участников этого исследования, доживших до глубокой старости, спрашивали, о чем они жалеют и что ценят. Так вот, почти все ценят моменты любви, дружбы и общения. Хороший брак, как выяснилось, даже здоровье укрепляет. Удовлетворенные своим браком люди в старости реже ощущают физическую боль, лучше сохраняют память и реже впадают в депрессию. Они легче переносят стресс и меньше тревожатся о мелочах. Не зря один из руководителей гарвардского проекта, доктор Роберт Уолдингер, прямо заявил в интервью: если вам нужен один совет для здоровья и счастья, то берегите своих близких и отношения с ними. Это реально работает. Но есть один нюанс. Чтобы были такие отношения, о них надо заботиться. А это труднее, чем кажется. А сейчас будет самая непопулярная идея. Любовь – это работа. Да, конечно, не каторга и не повинность, там, даже не работа в офисе, но работа. Причем труд зачастую рутинный. Вот банальный пример. Когда вы злитесь на партнера вместо какого-то наезда, типа «ты нормальный» или «нормальная», куда эффективнее сказать «мне сейчас больно и обидно из-за того-то, того-то». Элементарная вещь. Я просто высказываю вместо обвинения. И о ней знают все. А на практике применяют единицы. И не всегда. Или другой навык. Не копить молча обиды, а сесть и спокойно все обсудить. Даже если разговор неприятный. Нужно учиться слушать другого, а не только себя. И идти на компромиссы. Нужно уважать границы без перекосов, о которых мы говорили выше. Не будьте сестрой моей жены, это крайний случай. И все это звучит скучно и пиздец как занудно, правда? Зато предохраняет отношения. Любовь – это как зубы. Они требуют регулярной чистки и гигиены, а иначе они сгниют от обид и эгоизма. Многие этого не понимают или не хотят понимать. Нам продали образ, что любовь – это или постоянный праздник, или драма и страсть. Ну, точно не совместный и тихий труд. Но на деле пары, которые принимают мелкие недостатки друг друга, обычно живут куда счастливее, чем перфекционисты, ищущие идеала. Любовь всегда купается, но за нее иногда приходится побороться, в том числе и с собственным эго. Так вот, любовь, конечно же, не умерла. Она есть, была и будет. Алгоритмы, рынок, популярная психология – вся эта херня внушает нам, что любовь тратит наше время и силы, что это больно, невыгодно и неудобно. Но, любовь – это единственное, что делает нас людьми.
Ни деньги, ни успех, ни интеллект, а наша способность привязываться и заботиться о ком-то, кроме себя. Принимать чужие особенности и все равно хотеть держать этого человека за руку до конца жизни. В мире, где каждый сам за себя, такая любовь – это настоящий акт бунтарства. Может, пора вернуть себе это старое доброе умение? Над ним можно иронизировать сколько угодно, но факт остается фактом. Без любви мы эмоционально вымираем. Мне поеб, насколько пафосно это звучит, но если мы не одумаемся, очень может быть, что через пару десятилетий вокруг останутся только удобные виртуальные суррогаты отношений. А во взгляде живых людей мы будем видеть лишь отражение собственного эгоизма. Не хотелось бы до этого доводить, правда? Вывод простой и сложный одновременно. Любить сегодня труднее, чем когда-либо, но важнее, чем когда-либо. Попробуйте не сбегать при первом же дискомфорте. Попробуйте увидеть в близком живого человека, а не функцию для удовлетворения своих нужд. Да, это адски трудное дело, я знаю. Но если получится, вы почувствуете разницу. И, возможно, обретете то самое настоящее человеческое счастье, ради которого все это и затевается. А обязательно напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Чувствую, тема та еще и будет жарко. Ставьте лайк, если узнали себя или своих знакомых в каких-то моментах. И прошу вас изо всех сил, подписывайтесь на канал. А также подписывайтесь и можете задонатить мне на Бусти. И не забывайте про телеграм-канал. Там все самое интересное. Люблю вас.